Здравствуйте! Мы продолжаем наш курс «Знаки и жесты. Как читать средневековые изображения». И я рада представить Михаила Майзульса, историка-медиевиста, научного сотрудника Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ. Здравствуйте. Входя в итальянский дворик Пушкинского музея, мы оказываемся перед порталом. Это слепок золотых врат портала, который ведет в церковь Девы Марии в саксонском городе Фрайберге. Такого рода портал – это всегда пространство пограничное, отделяющее город от храма, сакрального пространства от пространства мирского. Но вместе с тем подобный портал – это и место для размещения изображений. Давайте подумаем, каковы были эти изображения. Был ли у них некий порядок чтения, внутренняя логика, иерархия? Это и будет тема нашего сегодняшнего разговора. Что ж, давайте мы постараемся переместиться во Фрайберг, в эпоху Средневековья и представить, где, собственно, находился этот портал и каким образом он возник в этом месте. Действительно, сегодня этот портал находится в итальянском дворике музея, но если мы войдем в него в городе Фрайберг, в Саксонии, то мы окажемся в церковном пространстве, в обширной зальной готической церкви, посвященной Деве Марии. Фрайберг, его название говорит само за себя, Фрайберг, вольная гора или свободная гора. Это город, основанный в XII веке и довольно быстро развившийся благодаря тому, что недалеко от него, в Рудных горах, были обнаружены залежи серебра, нефти того времени. В 1186 году это поселение получило городские права, и незадолго до этого там начали строить приходскую церковь, ту самую, о которой мы сейчас говорим, с 3 нефами, реберными сводами, трансептом и типичным для германских земель двухбашенным фасадом. Ее главным украшением уже в XIII веке становится портал, известный сейчас как «Золотые врата», торжественный вход в храм высотой более 9 метров. Важно, что это был своего рода архитектурный и скульптурный эксперимент, когда германские мастера, подражая своим коллегам из французского королевства, создали нечто для германских земель абсолютно беспрецедентное. Портал, который целиком, не только над вратами, но и справа и слева от них покрыт скульптурой. У церкви Святой Марии была довольно сложная история. Приходская церковь, она ближе к концу XV века получает новый статус, превращается в церковь коллегиальную, и ее начинают именовать гораздо более почетным словом «дом», означающим одновременно «собор». Но затем случается несчастье, вполне типичное для средневековых городов, для средневековых храмов, пожар. Она сгорает практически целиком, но, к счастью, для жителей Фрайберга, для духовенства и, собственно, для нас, зрителей и историков, золотой портал остается цел. И после того, как церковь восстанавливается, перестраивается уже в новом, современном для того времени стиле, его перемещают. Раньше он был главным западным порталом, а теперь он оказался с южной стороны и стал порталом трансепта. И сегодня мы можем его там же и увидеть. А как мы можем сориентироваться и представить себе общую структуру этого портала? Из каких элементов он состоит? И как мы можем вообще постараться некую навигацию вообще здесь осознать? Когда мы оказываемся перед алтарной панелью, даже если это сложно устроенный с множеством створок триптих или полиптих, мы все равно понимаем, где центр, где края, какие персонажи основные, какие второстепенные. В случае портала, огромного пространства, покрытого десятками, а порой сотней персонажей, наш взгляд, и, вероятно, и взгляд людей Средневековья, если они не были инициаторами его строительства, заказчиками или чрезвычайно образованными клириками, которые такие изображения считывали в момент, взгляд все равно неизбежно терялся, блуждал, останавливался то на одном, то на другом персонаже, выискивал связи между ними, и это принципиально значимая черта, характерная для такого рода монументальной скульптуры. Для того, чтобы, подойдя к церкви Девы Марии или вот здесь, оказавшись в итальянском дворике, глядя на этот портал, попытаться его прочитать, мы должны сначала остановиться на нескольких терминах, которые означают важнейшие структурные элементы такого рода порталов. Есть тимпан. Тимпан – это полукруглое или близкое к треугольнику пространство над вратами, которое снизу ограничено горизонтальным перекрытием врат, антаблементом, а сверху дугами,
которые называются архивольты. Архивольты от латинского выражения arcus vultus, то есть изогнутая арка, это как раз вот ряды 9 арок, которые поднимаются от колонн над самими вратами. Есть третье понятие, это откосы порталов. Здесь их довольно легко идентифицировать. Слева и справа от врат, которые сейчас ведут в музейный зал, мы видим ряды колонн, скульптура, и вот это как раз и есть откосы. Откосы, архивольты и тимпан. Удивительная для того времени черта золотых врат – это то, что и тимпан, что было типично, и архивольты, что было нетипично, и откосы покрыты скульптурой. Я предлагаю при разговоре об этом портале начать с того уровня, который сразу же открывается нам, который обозрим зрителю, который находится примерно на уровне нашего зрения, и начать с колонн, которые очень вариативны, которые покрыты разнообразным декором. Совершенно согласен. Одна из отличительных черт и романской, и потом готической архитектуры – это стремление к разнообразию. Если мы подойдем к этому порталу, мы увидим, что, вы правильно заметили, что колонны тут не одинаковые, что здесь есть даже не 2 или 3 вида, а множество типов декора, которые повторяются на арках с левой стороны от врат, с правой стороны, и как будто ведут наш взор к главному входу в саму церковь. Вот если подойти поближе и пытаться разобраться в том, как они устроены, то мы увидим, что сначала, если идти из внешнего городского пространства все глубже и глубже, ближе к вратам, находится колонна обыкновенная, просто каменный цилиндр, который никак не украшен. Потом оказывается колонна каннелированная, то есть с небольшими желобками от латинского слова «канна» – тростник или палочка. Потом ромбовидный орнамент, потом сложные, совершенно причудливые зигзаги, а потом спираль. То есть мы движемся от простоты к декору, который становится все более и более сложным и одновременно более и более динамичным. И прямо у врат эта динамика достигает своего максимума. То есть пространство нас действительно затягивает, да, организует не только наш взгляд, но и наше движение. Затягивает или приглашает, это можно описать по-разному. Но если мы посмотрим и на многие другие памятники, французские, созданные в германских землях, в разных княжествах и городах Италии, мы увидим, что подобное же стремление к разнообразию, вариативность типов колонн, поз персонажей, мелких или крупных деталей – это вообще одна из отличительных черт средневековой иконографии, которая страшилась единообразия, страшилась буквального повторения элементов. Вот вы упомянули о персонажах, и как раз обратим внимание на то, что этот сложный ритм декорированных колонн членится скульптурными изображениями. И вот давайте перейдем теперь к этому уровню прочтения. Он для нас в чем-то более информативен, с точки зрения сюжетов более насыщен, ну и, наверное, более сложен. Скульптура и здесь, и в других средневековых храмах неразрывно связана с архитектурой. Она вырастает из нее. И для того, чтобы пытаться описать, как устроено скульптурное убранство этих врат, нужно сказать несколько слов вообще о том, какое место они занимают в генеалогии средневековых изображений и средневековой архитектуры. Золотые врата находятся на пересечении между стилями, между художественными мирами, которые историки давно привыкли называть двумя нам хорошо знакомыми, но при этом, понятно, довольно условными терминами: искусство романское и искусство готическое, романика и готика. В этих вратах множество черт и того, и другого, и потому историки, внимательно относящиеся к эволюции форм и стремящиеся всегда каждый из памятников поместить очень максимально, насколько возможно, точно на линии эволюции, часто спорят о том, где именно следует поместить вообще все германское искусство первой половины XIII столетия и вот конкретные памятники, например, Золотые врата, как один из важнейших. Если взглянуть на типичный романский, от этого термина никуда не деться, церковный портал, например, отправиться в город Регенсбург, где стоит прекрасная церковь Святого Якова, а там есть знаменитый шотландский портал, созданный в конце XII века. Мы увидим, что устроен он иначе, чем Золотые врата во Фрайберге. Там тоже есть скульптура причудливая, порождающая массу споров среди историков, но ее, во-первых, меньше, и расположена она иначе, чем здесь. Там тоже есть тимпан,
И на тимпане скульптуры Христос в окружении апостолов Петра и Павла. Тимпан окружен арками. Но в этих арках никого нет. Они пусты. Мы видим лишь каменные ребра и полукружья. Справа и слева от врат выстроились колонны. Колонны декорированные или простые, но никаких в рост человека или больше, чем его рост, статуй там мы не найдем. И давайте тогда как раз перейдем уже к золотым вратам, к скульптурам на откосах портала и поговорим, собственно, какие персонажи здесь представлены и каким образом они отражают общую логическую, да, структуру этого памятника. Посмотрим сначала влево и увидим 4 статуи колонны, потом направо еще 4. Кого же они изображают? Сначала с левой стороны, дальше всего от врат, мы увидим пророка Даниила, затем царицу Савскую, царя Соломона, к которому она с дарами пришла, прослышав о его великой мудрости, и затем, ближе всего к вратам, Иоанна Крестителя, считавшегося последним из пророков, персонажа, стоявшего на стыке Ветхого Завета и Завета Нового. Именно он, как сказано в Евангелиях, назвал Христа агнцем. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И потому Иоанн Креститель здесь стоит с таким вот небольшим диском, на котором изображен агнец, его привычный иконографический атрибут, образ Христа. Давайте теперь посмотрим на скульптуру справа от врат с тем же порядком чтения, от его края ко входу в храм. Вначале стоит Аарон, старший брат Моисея, первый иудейский первосвященник. Затем Версавия, жена царя Давида, сам царь Давид. И, наконец, некий юноша, которого обычно идентифицируют как Иоанна Богослова, но тут есть возможные варианты и разночтения. Что интересно, мы сейчас находимся в итальянском дворике, факт, который уже у нас звучал, между множеством Давидов. И главный из них – огромная мраморная статуя Микеланджело. Она как раз смотрит на золотые врата из Фрайберга. С неким подозрением, и осуждением, как скульпторы, художники и теоретики Возрождения смотрели на варварскую, с их точки зрения, готическую скульптуру и архитектуру, искусство германцев, ничего не знавших о прекрасной античности и ее эстетическом каноне. Царь Давид, изображенный там, не глядит на царя Давида Микеланджеловского, но на него явным неодобрением смотрит скалящийся лев. Один из привычных атрибутов романских готических порталов, могущественный защитник храма, замка и других зданий от сил тьмы. Но вместе с тем такой собирательный образ воскресения, отсылающий тоже к такой идее победы над злом, Победа, над смертью. А теперь давайте уйдем от общей схемы с 8 статуями, стоящими в нише, и попытаемся присмотреться к некоторым из них. И поговорить о них подробнее, объяснить, что же они тут делают и как они связаны с другими изображениями. И начнем с царя Давида. Почему он значим? Во-первых, царь Давид считался предком Христа. В Евангелии есть родословие, которое приводит к Иосифу, мужу Марии, от Давида и его отца Иесея. И во множестве средневековых толкований это родословие приходит одновременно и к Марии. И оказывается, что он и по матери, и по приемному отцу потомок царя. Одновременно Давид в толкованиях Ветхого Завета через призму Нового – это один из прообразов Христа. Давид считался автором псалтыри и одновременно через псалтырь пророком, поскольку многие стихи этого поэтического текста интерпретировались христианскими богословами как указание на грядущее боговоплощение, рождение Мессии в Вифлееме, его проповедь, его страсти и его крестную смерть. Рядом с Давидом стоит Версавия. Мы привыкли ее именовать на греческий манер Версавии. В оригинальном еврейском тексте Бат-Шева, жена Давида, прекрасная девушка, которую он увел у воина Урии, которого отправил на смерть, и от нее же родил наследника царя Соломона.
Хотя история эта, естественно, с точки зрения богословов и толкователей Писания выглядела в высшей степени неблаговидно. Отнял жену, отправил одного из своих подданных на гибель. Царь Давид почитался как святой. С другой стороны от врат стоит царь Соломон, рядом царица Савская. Царь Соломон – сын царя Давида, сын Версавии, персонаж, которому в средние века приписывали авторство нескольких ветхозаветных текстов, в частности, песни песней, притчей и Экклезиаста. Соломон – воплощение мудрости, который в этом качестве тоже выступал как один из ветхозаветных типов Христа. Соломон, построивший первый Иерусалимский храм, прообраз христианской церкви. Царица Савская, в отличие от Версавии, если следовать за текстом Ветхого Завета, не была женой царя Соломона, но во многих средневековых преданиях, восходящих еще к преданиям еврейским, арабским и намного более древним, она представала тоже как одна из его многочисленных жен. Царица Савская – чрезвычайно значимый в христианских толкованиях ветхозаветных книг и истории Израильского царства персонаж. Почему она Савская? Это не имя, это ее именование по тому царству, которым она правила. Саба или Шеба – держава, располагавшаяся на Аравийском полуострове. В Новом Завете она именуется как царица Южная. Она приходит в Иерусалим к мудрому царю Соломону с дарами. Естественно, в какой-то момент ее визит к мудрейшему из мудрейших начинают интерпретировать как ветхозаветный прообраз поклонения волхвов. 3 язычников, 3 мудрецов, 3 царей отправляются вслед за звездой в Вифлеем для того, чтобы поклониться новорожденному царю иудейскому, новорожденному Бога-человеку. Царица Савская отправляется в Иерусалим для того, чтобы поклониться царю Соломону, мудрому из мудрейших, типу Христа. И вот на этих вратах во Фрайберге мы видим и царицу Савскую, и в тимпане, еще я расскажу об этом подробнее, как раз сцену поклонения волхвов. То есть эта перекличка, она становится здесь визуально еще более оформленной. Царица Савская предстает как персонаж на стыке мира благочестия, мира ветхозаветной праведности и мира иноверного, мира экзотического, мира языческого, из которого она, собственно, в Иерусалим к царю Соломону и приходит. Если мы посмотрим на странного, маленького, трудно различимого персонажа, который находится у нее у ее ног, или под ее ногами, которого она попирает, то это, видимо, обезьяна. Ее голова очень похожа одновременно на череп, или это какой-то персонаж, который держит обезьянью голову, а обезьяна в средневековом, в частности, в романском, раннеготическом искусстве, персонаж, который очень часто связывался с дьяволом, обезьяна как подражатель, дьявол как подражатель Бога, обезьяна как один из символов дьявола, как знак, напоминающий действительно о мире экзотики и наверия, персонаж действительно амбивалентный. Получается, что есть перекличка между персонажами, стоящими с обеих сторон. Справа и слева, максимально далеко от врат, персонажи ветхозаветные. Один действительно из Пятикнижия Аарон, второй уже не из Пятикнижия пророк Даниил. Они, как весь Ветхий Завет, как вся иудейская традиция в христианских толкованиях, это путь к Новому Завету. Это еще не истина в ее полном воплощении, это лишь ее преддверие. Затем действительно 2 перекликающиеся пары ветхозаветных государей и дам, стоящих рядом с ним, царица Савская и Версавия, а потом 2 новозаветных персонажа, Иоанн Креститель с одной стороны и, вероятнее всего, Иоанн Богослов с другой. Теперь к Аарону. Аарон – персонаж Ветхого Завета, персонаж Пятикнижия, старший брат Моисея, первый еврейский первосвященник, и одновременно, как и все другие ветхозаветные персонажи, вокруг него выстраивается поле, такой ореол из новозаветных ассоциаций и толкований. Первосвященник, он становится тоже префигурацией Христа, как первосвященника Нового Завета. Верховный иерарх, можно, иудейской церкви, он оказывается прообразом пап и всего христианского духовенства. Что он держит в левой руке? В левой руке у него
процветший посох или процветший жезл, деталь, возвращающая к истории, описанной в книге «Чисел». Господь приказывает Моисею, младшему брату Аарона, чтобы представитель каждого из 12 израилевых колен принес в скинию посох, и дальше Господь укажет на того, кого он изберет. Аарон от имени колена Левиева приносит свой, и когда туда заглядывают, оказывается, что он процвел. Случилось чудо. Причем эта история к Новому Завету. Мы опять должны посмотреть на толкование и обнаружим, что, возможно, во многом по созвучию между словом «жезл», «посох» на латыни «вирга» и словом «дева» «вирго». Этот жезл интерпретируется как указание на девственное рождение Христа, отсылает к Богоматери. И если мы опять посмотрим на Аарона, его жезл, а потом взглянем на тимпан, к которому мы сейчас перейдем, и увидим там архангела Гавриила, возвестившего Деве Марии благую весть о том, что она станет матерью Бога человека, то в его руке мы увидим жезл, посох с неким навершием, который очень похоже на цветы на посохе Аарона. Но и тоже встречающиеся неоднократно в проповедях, в разных секвенциях, гимнах, вот эта вот параллель между процветшим жезлом и темой непорочного зачатия, она тоже у нас здесь вступает в такую визуальную перекличку. Есть еще один значимый момент. Это внимание к небольшим, порой странным животным, человеческим фигурам, головам, маскам, мордам, которые выглядывают под основными персонажами, где-то примостились в цоколе колонн или под ним, расположены над ними, на капителях или над этими капителями. Часто идентичность этих странных персонажей провоцирует бесконечные споры среди историков, споры, которые никаким однозначным, доказательным и не требующим вновь и вновь пересмотра выводам не приводят. Просто потому, что мы не знаем. Но очень часто мы все-таки можем достаточно убедительно предположить, кто это. И персонаж, например, статуя колонна или статуя, стоящая в нише, и маленькая фигурка, примостившаяся под ней, явно друг с другом связаны. Вот здесь это как раз хорошо видно. Если взглянуть на левый откос, мы увидим там с краю ветхозаветного пророка Даниила, а под ним львиную морду. Почему львиная морда? Потому что одна из самых известных в средневековых текстах историй, связанных с этим пророком, это его несостоявшееся мученичество, когда персидский царь Дарий бросает Даниила в львиный ров, в яму со львами. Но, естественно, что должны были сделать нормальные львы? Они должны были его разорвать. Они этого не делают. Даниил остается цел и невредим, и лев превращается в один из его привычных иконографических атрибутов. Вот если опять из Фрайберга поехать в другие средневековые центры, где стоят значимые, сохранились до сих пор соборы, монастырские храмы или значимые церкви приходские, и посмотреть на другие статуи колонны или статуи, стоящие в нишах, мы увидим, что очень часто под ними есть вот такого рода фигурки, а иногда и целые сценки. Кто они? Тут есть два главных типа. С одной стороны, очень часто мы видим персонажей, олицетворяющих мир зла, который попран ветхозаветным праотцем, царем, пророком, апостолом или кем-то из христианских святых. Это может быть языческий государь, который предал апостола или святого мучению. Это может быть зверь, свирепое создание, лев, какое-то воображаемое существо, дракон, аспид, который олицетворяет силы тьмы, язычество, опять же, побежденное святыми, праотцами и пророками. Это хорошо видно и на знаменитом королевском портале в Шартре, созданном в середине XII века и ставшем одним из важнейших
полей экспериментов в истории ранней готики. Мы можем это увидеть на территории Священной Римской империи в соборе Лозанны, где ветхозаветные пророки и тот же Иоанн Креститель стоят на монструозных созданиях и странных монстролюдях. Но есть еще один момент. Когда, подходя к порталу, мы видим ряды очень похожих друг на друга ветхозаветных пророков, праотцев, израильских, иудейских царей, апостолов или христианских святых, у нас нет почти никаких инструментов, помогающих их идентифицировать. Можно использовать подписи, но подписи в условиях монументальной скульптуры не очень рабочий инструмент. В какой-то момент в XII веке у святых появляются атрибуты. Часто предметы, инструменты их мученичества, какие-то детали, пришедшие из их житий, которые они держат в руках. Например, у святого Дионисия, который был обезглавлен по преданию с этой головой, отправился из Парижа на север на Монмартр, где и умер. Монмартр — холм мучеников, это его собственная голова. Достаточно подробно охарактеризовав статуи и те атрибуты, с которыми они иногда представлены, давайте перейдем в структуре портала к следующему важному информативному для нас элементу, к тимпану, который содержит тоже рельефную композицию, и обсудим, каким образом она здесь связана со всей остальной семантической структурой портала. Основное изображение любого портала, если этот тип там, конечно, изображения есть, это тимпан. Прямо над вратами, ведущими в храм, сакральное пространство, пространство литургии, изображено поклонение волхвов. Фронтальная, величественная, высокая статуя Девы Марии, восседающей, как Царица Небесная, на престоле. В ее руках ее сын, Бога-человек Христос. Она смотрит на нас, и этот образ похож на средневековые статуи, известные как трон премудрости, на латыни «sedes sapientiae», деревянные, часто покрытые золотыми листами или листами серебряными с позолотой, каменьями, статуи, стоявшие на алтарях и предназначавшиеся для молитвы. Но эта фронтальная фигура здесь встроена в сюжет. По ее правую руку на коленях стоят 3 коронованных персонажа, 3 волхва, приносящие дары младенцу Христу, который сидит у нее на коленях, как на собственном престоле. Но здесь есть очень любопытная деталь, кто находится по ее левую руку, то есть для нас справа. С края Иосиф, ее супруг, а между ними архангел Гавриил. Персонаж, не имеющий отношения к сюжету поклонения волхвов, пришедший сюда из другого сюжета, из Благовещения, перекликающийся с процветшим жезлом Аарона и, вероятно, со скипетрами, которые держат в руках ветхозаветные цари Давид и Соломон. Изображение на этом тимпане соединяет 2 сюжета: поклонение волхвов и предшествующее его во времени Благовестие. И тут есть еще одна любопытная деталь. Это соединение 2 типов изображений. Того, что в средние века называли образом, имаго, фронтальный, застывший, вне какого-либо повествования, предназначенный для того, чтобы молящийся встречался взором со святым, с Христом или с Девой Марией, образ, находящийся в вечности. И история, нарратив, повествование, сцена, действие. Здесь это волхвы, которые стоят на коленях перед Девой Марией. Фигура Девы Марии самая высокая среди всех персонажей тимпана. Она расположена по центру, а волхвы, хотя они стоят на коленях, они не стоят в полный рост, но она все-таки сидит. Еще один очень распространенный в средневековом искусстве, особенно романской поры, прием, когда размер предметов или рост персонажей подчеркивает их место в иерархии.
Ну и обратим внимание на то, что даже в такой центральной, казалось бы, ясно читаемой сцене, которая должна быть понятна прихожанам, даже здесь мы сталкиваемся с определенной сложностью при расшифровке, говоря о фигуре архангела Гавриила, которая предлагает нам поговорить о совмещении сразу же нескольких сюжетов, которые происходят в разное время и относятся к разным немного иконографическим традициям. А вот теперь мы переместимся сейчас из тимпана в архивольты, и здесь наша с вами задача дешифровщиков, она оказывается в чем-то даже более сложной. С архивольтами все сложнее, потому что перед нами несколько рядов арок, поднимающихся над порталом, которые заполнены сравнительно мелкой скульптурой. Для того, чтобы ее разглядеть, мы должны подойти поближе, задрать голову и попытаться дешифровать сюжет. Если нам все-таки удастся это сделать, то мы выясним, что в архивольтах Золотых Врат Фрайберга тоже соединено несколько разных сюжетов. Прямо над Благовещением мы увидим Христа, который коронует Деву Марию, свою мать, которая в средневековой богословской традиции очень часто представала как олицетворение церкви. Апостолы, ангелы и множество персонажей, частично одетых, частично нагих, которые восстают из саркофагов, из гробов. Это элементы, которые сразу же человеку, знакомого с средневековой иконографией, романских и готических порталов, говорят о том, что это части изображения страшного суда, финального аккорда истории человечества, когда Христос должен явиться на небесах, когда небо ангелы совьют как свиток, и произойдет финальное разделение между праведниками и грешниками. Помимо воскресения из мертвых, когда все когда-либо жившие должны восстать, их души воссоединятся с телами, и они уже не как души, а как люди предстанут перед судом, здесь есть очень значимый для средневекового воображаемого, связанного с миром иным образ Лона Аврамова. Что это такое? Тоже небольшая сценка в архивольтах, когда ангел приносит крошечную фигурку, означающую душу умершего, старцу в длинных одеяниях. Этот старец – это праотец Авраам, упоминаемый не только в Ветхом Завете, но и в Завете Новом. В Евангелии от Луки есть притча о богаче и Лазаре. Немилостивый богач, нищий Лазарь, немилостивый пирующий, не желающий помогать несчастным, отправляется после смерти в адские муки, в преисподнюю, в огонь. Лазарь воспаряет в лона праотца Авраама. Жестокосердый богач из глубины мук взывает к нему и просит омочить кончик его пальца для того, чтобы он избавился от огня, которого истязает. Этого не происходит. Но что важно, это то, что лона праотца Авраама превращается в одно из метафорических обозначений рая. В христианской традиции есть три главных, даже не образа, а такого куста образов, связанных с раем, Царствием Небесным, тем, что ждет на том свете праведников и святых. Это образ цветущего, благоуханного, прекрасного сада. Это образ града, небесного Иерусалима, и образ лона, приобщения умершего к сонму других умерших праведников под защитой, покровительством Авраама, иногда не только Авраама, но и двух других праотцев, Авраама, Исаака и Иакова. И эта идея, этот образ визуализировался обычно как фигура бородатого, почтенного старца, восседающего либо на престоле, либо сидящего как-то иначе, который держит в складках одежды, либо в отдельном там платье, которое у него в руках, одну душу в виде маленького человечка, либо нескольких душ умерших. На Золотых Вратах разглядеть этот сюжет достаточно сложно, но если мы, опять же, мы все время перемещаемся из германских земель во Францию, из одной церкви в другую, отправиться, скажем, к западному фасаду парижского Нотр-Дама или в французское аббатство Сен-Пьер в городке Муассак, то мы там сможем рассмотреть праотца во всех деталях.
Но мы с вами постарались представить, каким образом, да, средневековый человек, подходя к этому порталу, как он мог эти образы считать, осознать какую-то связь между ними. Но когда в средние века существовал этот портал, выглядел ли он таким же образом, или мы можем предположить, что, например, иная была окраска, использовались ли, допустим, какие-то другие техники при создании внешнего облика этих врат? Это вопрос не в бровь, а в глаз. Потому что очень часто тот облик, в котором памятник, например, огромный покрытый скульптурой портал предстает перед нами, разительно отличается от того облика, в котором он был воздвигнут и как он существовал позже на протяжении средних веков. Портал разрушали, переносили, как, впрочем, и этот портал. Статуи передвигали, меняли местами, и потому, конечно же, это важно учитывать. Судя по всему, в этом плане Золотой портал дошел до нас в виде близком к первозданному. Но вы упомянули важное слово – цвет. От XIX века еще сохранились свидетельства о том, что на Золотом портале во Фрайбурге в то время были заметны следы краски и позолоты. Не очень понятно, именовался ли этот портал золотым из-за того, что там были золотые детали, или потому что он был главным порталом Церкви Святой Марии, пока его не перенесли на трансепт, но это не важно. Важно то, что сегодня мы привыкли воспринимать средневековую романскую готическую скульптуру и архитектуру как торжество камня, его фактуры, а не торжество краски и цвета. Напротив, в средние века чрезвычайно ценили цвета, чем ярче, тем лучше. И очень многие статуи, которые сегодня лишены окраски, и мы видим фактуру дерева или камня, и достаточно часто скульптура, окружавшая церковные врата, были выкрашены в цвета, которые делали эти фигуры живоподобными, а важнейшие элементы были выделены золотом. Как это смотрелось, мы сегодня можем увидеть, например, если отправимся в собор, который я уже сегодня упоминал, в Лозанну. Там есть портал, созданный около 1220 года, известный как Порта де Пикта, расписные врата. Там тоже стоят фигуры колонны, ветхозаветные праотцы, например, Моисей, который держит пару скрижалей в руках, апостолы Петр, и Павел и Иоанн, и их фигуры все еще сегодня частично раскрашены. Цвет – инструмент дидактики, когда персонажи хорошо, четко отдельны друг от друга, когда у каждого из них, у каждой детали, которая значима для понимания смысла целого, есть свой цвет, изображение лучше запоминается, его смысл становится более доходчивым, что чрезвычайно важно, поскольку портал – это одновременно функциональный вход в храм, это граница между городом, если это собор или городская приходская церковь, храмом и сакральным пространством, но это не просто пространство изображений, это пространство дидактических изображений, пространство поучения, пространство священной истории, или, как писал знаменитый французский искусствовед, историк Средневековья Эмиль Маль, это своего рода Библия в камне, богословская энциклопедия, сумма знаний. Еще один замечательный, уже современный французский медиевист, историк готики Ролан Рехт, который в замечательной книге «Верить и видеть. Искусство соборов XII-XV веков», отчасти продолжая линию Маля, отчасти полемизируя с ним, предложил родственный немного другой взгляд. Конечно, это энциклопедия, конечно, это пространство дидактики, но в этом пространстве дидактики элементы статуи ветхозаветных пророков, статуи апостолов, новозаветных святых, сюжеты из новозаветной истории, изображение страшного суда, порой неидентифицируемые персонажи, которые населяют архивольты, цоколи колонн или их капители, соединяются во всегда перетекающем, не всегда четко понятном виде. Это энциклопедия, но это энциклопедия, где очень много изменчивого, где одни статьи могут заменяться на другие, где есть главная структурная основа. Это рассказ о каких-то
базовых основах христианской доктрины. Какие именно основы в разных соборах, это выглядит по-разному. Это представление основных святых опоры церкви. И это очень часто, чего, кстати, вот как раз здесь, во Фрайбурге, мы не видим, это вкрапление локального. Когда бок о бок со страшным судом, с вознесением Христа, коронованием Девы Марии, праотцами и апостолами появляются местные святые, которые за пределами города, диоцеза или в лучшем случае королевства не почитаются. Тем самым строители соборов и те клирики, которые вдохновляли их программы и прямо диктовали мастерам, каменотесам, скульпторам, что именно следует изобразить на портале, они соединяли опыт конкретных прихожан, знакомых со святым Марселем Парижским, со святой Женевьевой. Они соединяли их опыт локальных культов с опытом универсальным, со всей священной историей и с картиной судеб человека от сотворения первых людей Адама и Евы, грехопадения, до страшного суда и воздаяния, которое должно последовать после них. И мы с вами, говоря об этом соединении универсального и частного, мы то говорили об общей структуре портала, то в каких-то частностях приближались к некоторым фигурам, старались их рассмотреть, интерпретировать. И в этой интерпретации отдельных изображений мы практически не обращали внимания на лица, на какие-то физиогномические особенности, на эмоции, потому что в рамках данного памятника у нас было не так много поводов об этом поговорить. Да, обратим внимание на то, что лица изображенных здесь персонажей, в общем, достаточно спокойные, достаточно статичные. Их, да, мы не видим, что здесь обуревает какая-то эмоциональная, необычная история, но при этом в целом средневековое искусство мы не можем представить как нечто абсолютно такое бесстрастное, абсолютно спокойное. В какой-то момент на изображениях грешников и демонов в XII веке, в еще романскую пору, на фигурах ангелов, праведников, в XIII столетии, в эпоху готики, начинают появляться эмоции. Лица постепенно оживают, и скульпторы, их заказчики, и, вероятно, зрители, о которых нам судить гораздо сложнее, начинают интересоваться физиогномикой. Тем, как через черты лица, через мимику проступают эмоции, как в лице проявляется характер. Мы можем увидеть это на изображениях праведников, которые слегка, еле заметно, не открывая уст, улыбаются, устремив взоры в сторону Царствия Небесного, или на полных ужаса лицах грешников, которые понимают, что их ждет вечное пламя преисподней. Но еще более интересно, как оживают лица персонажей, которые не принадлежат ни к одной из этих полярных категорий. На изображениях реально существовавших, пусть изображенных без портретного сходства, рыцарей, дам, господ, которых мы встретим, в частности, в германском городе Наумбург. И вот о том, как читать лица средневековых персонажей в эпоху готики, мы еще, конечно, поговорим. Да, и вернемся к этому разговору уже более масштабно. Постараемся.